Всем привет! Меня зовут Светлана, и сегодня мы с вами сделаем вот такие бархатные елочные шары. У меня они будут в красном цвете, отдельно ткань я не покупала, но купила вот такое детское платье по очень низкой цене в секонд-хенде. Желательно, чтобы бархат хорошо тянулся, тогда с ним работать намного проще. Еще я взяла вот такие заготовки красные у меня от каких-то детских конфет, а сердечки покупала специально для елочных игрушек. Можно обтянуть и пенопластовую основу, или же обычный елочный шар. На моих основах есть вот такая выступающая часть, при помощи нее две половинки скрепляются вместе. Она нам будет мешать, поэтому убираем. Край после этого получается не совсем ровный, поэтому выравниваю при помощи наждачной губки. Примерно подбираю нужный мне размер ткани, после чего будем оклеивать основу. Использую термоклей и сначала подклеиваю ткань сверху с лицевой стороны возле держателя, после чего все края подгибаю вовнутрь и тоже подклеиваю. Затем ткань хорошенько натягиваю и фиксирую снизу основы. На сердечке следующим этапом подклеиваю верхние части, которые скругляются. Ну а дальше уже в том порядке, как больше нравится. При этом не забываем следить, чтобы с лицевой стороны не было складочек. На круглой основе все намного проще, первым делом подклеиваем вверх, потом низ, после чего немного фиксируем по бокам, а дальше уже все, что осталось. Всю лишнюю ткань, которая осталась внутри игрушки, я срезаю. Вот такие заготовки на данном этапе получаются. Я делаю сразу 5 игрушек, при этом практически все они будут разные, и на некоторые из них мне захотелось добавить кисточки. Приклеивать буду за веревочку с внутренней стороны основы. На шарах, где кисточек не будет, просто перехожу к следующему этапу.
Теперь склеиваем обе половинки вместе. Для этого по краю наношу термоклей, стараясь, чтобы его было не сильно много, тогда он не будет выступать с лицевой стороны. Клей должен быть хорошо разогрет, иначе может быть как у меня. Пока дошла до края основы, вначале он уже остыл и пришлось подклеивать отдельно. На круглой основе делаем все точно так же. На стык игрушек приклеиваю узкую атласную ленту. Тем самым мы сможем скрыть какие-то погрешности и укрепить основу. Если немного клея у вас все-таки вышло на лицевую сторону, то после того, как он застынет, его можно аккуратно подрезать ножничками. На игрушках с кисточкой делаю все точно так же, только приклеиваю ленту двумя отрезками. Символом следующего 2025 года будет змея, и мне захотелось сделать какую-то игрушку с этим символом года. Для этого сначала при помощи ниток и иголки я наметила на основе змейку. На данном этапе может не все понятно, но когда мы начнем ее оформлять, картинка сразу прояснится. Для самой змейки я взяла стразовые цепочки, заказывала уже давным-давно на AliExpress, так получается в разы выгоднее, чем покупать у себя в городе. У меня цепочки двух видов, одна с мерцающим камешком, а вторая как будто с жемчужиной. Приклеивать буду на клей Момент Кристалл, можно использовать и какой-то другой, главное предварительно протестируйте, как он клеит металлические элементы. Начинаю с жемчужин, приклеиваю по линии, которые намечала ранее. Ниточку не убирала, по итогу ее совсем не будет видно и она хорошо закрепится клеем. Для таких работ идеально бы подошел клей с узким носиком, как видно этот не совсем удобно наносить, поэтому если вы можете что-то порекомендовать, пишите в комментариях, думаю не только мне будет интересно почитать. Голова змеи будет сверху, поэтому приклеиваю там еще две жемчужины. Ну а дальше все намного проще и быстрее. Просто, так сказать, вокруг змеи приклеиваем стразы. Я делала это в несколько этапов. Сначала оклеила одну сторону, а затем вторую.
На ленту, которой мы скрепляли половинки, приклеиваю вот такие полубусины. У меня большой отрезок, я взяла только ряд с 2 бусинами и посередине между ними добавляю стразы. Ну а если вам больше понравилось, когда была просто лента, то этот шаг можно пропустить. Игрушки практически готовы, осталось добавить только бантики. Бантики мне делала моя мама, за что ей огромная благодарность, и я не буду показывать, как их сделать, потому что мама нашла видео другого мастера уже с готовым мастер-классом. Ссылочку на это видео я оставлю в описании, и если вам понравились такие бантики, то обязательно посмотрите его. Еще на одно сердечко я добавила вот такую висюльку, предварительно разметила все иголкой и приклеивала на клей момент кристалл. Не знаю, конечно, как подобные штуки называются, но видела такие все на том же AliExpress. Прежде чем приклеивать бантики, я сначала закрепила ленточку, за которую мы и будем вешать игрушки на елку. Бантики просто приклеила сверху, на одну игрушку их нужно 2, после чего, чтобы бант был пышнее, склеиваю ближе к центру обе половинки между собой. На некоторые бантики я добавляла металлические штучки, похожие на те, которые на сердечке. Здесь смотрела уже по дизайну самой игрушки. На этом все, мои игрушки готовы. Пишите в комментариях, какая вам понравилась больше. Также, если вам понравилось это видео, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь, если вы все еще не подписаны. А я с вами прощаюсь, увидимся уже совсем скоро.